Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео я хочу ответить на главный ваш вопрос, как обвязать деревянные заготовки необычных форм. Если в случае квадратной заготовки или круглой нам более-менее все понятно, то вот, например, как треугольник, сердечки, звездочки и шести- и пятиугольники, здесь непонятно ничего, сколько нужно провязать в каждое из этих отверстий столбиков. У меня на канале уже есть подробнейшее видео и принцип вязания, обвязки круглой заготовки, квадратной. Там также вы найдете под видео описание, сколько необходимо на ту или иную заготовку провязать столбиков. Здесь я оставлю только ссылочку, поэтому переходите и ознакомьтесь с тем видео. В этом видео мы провяжем и рассмотрим тот способ, о котором я сейчас говорила, на необычные формы. И давайте первую заготовку рассмотрим. Здесь я обвязала следующим способом. С этой стороны я просто провязала на вот этих сторонах в каждую точку по столбику. На углы провязала по 2. Посмотрите, какие здесь просветы. В дальнейшем 100% стенки стянутся вовнутрь. То есть у вас не будут прямые вот такие стеночки, как вот в этом квадрате. Они стянутся к центру. И ваша корзинка будет неровная. В этом случае с этой стороны я обвязала с учетом прибавок. И видите, как плотно здесь все эти столбики располагаются. Вот такая корзина не стянется в дальнейшем. На углах я также провязывала по 2, но на стороны делала тоже прибавки. Это я показала первый случай. И давайте будем уже вязать заготовочку треугольной формы. Самый первый ряд в моей обвязке, как правило, всегда из соединительных столбиков. Здесь я этого делать не буду. Также очень важный момент. Если вы закрываете каждый ряд вспомогательной нитью, то начинайте вот с этой точки ваше вязание, так как при данном приеме закрытия рядов ваше вязание сместится в эту сторону. Если вы начнете с этой точки, то закрытие ряда придется на вот этот угол. Это не очень удобно. Я начну с этой точки лишь потому, что хочу продемонстрировать сразу этот прием. Начинаю провязывать столбики. Провязываю первый. Провязала. Вяжу второй. И смотрю, каждый столбик у вас должен располагаться перпендикулярно в отношении этого отверстия. Если начинается вот такое смещение, то 100% нужно делать прибавку. В данном случае еще ждет. Провязываю еще один столбик. И вижу, начинает заваливаться в эту сторону этот столбик. То есть он уже не прямо располагается к этой точке, а начинает смещаться. Провязываю еще один и вижу, большие появились просветы. Значит, в эту точку я должна провязать еще один столбик, делая прибавку. На всех заготовках разное количество вот этих отверстий. Вы смотрите визуально, чтобы у вас был маленький промежуток между этими столбиками. То есть не должно быть больших просветов, не должно сильно тянуть вот эту верхнюю петлю. И для того, чтобы это контролировать всегда, вы просто вяжете и смотрите внимательно на первой вот этой стороне, которую вы вяжете. То есть вначале отсюда дошли, и вот здесь, в этой области, смотрите, как у вас располагаются эти столбики. Очень будет понятно на круглой заготовке, о ней чуть позже. Я тоже продемонстрирую этот прием. Здесь я довязываю до конца. Также очень важно, вот здесь я, получается, прибавку сделала как раз по центру. У меня здесь 7 отверстий, и вот на центральную точку я сделала прибавку. Очень важно повторить все эти прибавки на каждой стороне. Если у вас треугольник, например, квадрат, или у вас, вот как в этом случае, пятиугольник или шестиугольник, в сердечке также на каждую половинку нужно сделать одинаковое количество прибавок, чтобы у вас все это было одинаково.
Здесь я сделаю также вот здесь по центру, и на этой стороне тоже сделаю по центру прибавку. Думаю, здесь этого будет достаточно. Вот я смотрю далее и как раз дохожу до угла. Провязываю в угол первую. И сколько здесь необходимо провязать. Также смотрим, если такой острый угол, смотрим, чтобы у нас не тянуло. Вот сейчас провязываю второй столбик. Вижу, что еще тянет. Третий. Вот, смотрю. Этот столбик не располагается перпендикулярно к отверстию. Поэтому я сюда провязываю еще один. Он уже четвертый. И вижу, что столбик выровнялся, не тянет. Здесь у меня 4, значит, на все углы я тоже должна провязать по 4 столбика. И дальше вяжем точно так же, как и провязывала в этом случае, делая вот в эту точку прибавку. Давайте отложим и перейдем на более явные прибавки, где нужно производить это на круг. Здесь у нас то же самое. Вот здесь я делала прибавку и начинаю провязывать. Так, здесь еще все нормально. И вот провязала и вижу, вот он, этот столбик начал заваливаться в эту сторону. Поэтому 100% здесь уже нужно сделать прибавку. Видите, как он завалился на следующий, вот на этот предыдущий. Если я, допустим, не буду делать прибавку и перемещусь, смотрите, здесь уже все тянет, большой просвет, верхняя петля увеличивается 100%. Если я вяжу вот так, то у меня в дальнейшем моя корзинка будет вот так стянута кверху. И давайте еще один провяжу. Смотрите, вот все, верхняя петля растянута максимально, поэтому это не подходит в данном случае. Мне необходимо делать прибавки в данном случае. И давайте вот в этой заготовочке тоже провяжу. Здесь я уже вот с этой точки начинаю. И провязываем. Сейчас посмотрим, сколько на этот уголок мне необходимо провязать. Провязываю первый. Провязываю на уголок второй. Так, попробуем третий провязать. Все, вот, отлично. Значит, на вот эту заготовку мне необходимо провязать 3, так как не тянет. Если я провяжу 2, он еще находится все равно под скосом на эту сторону. Поэтому третий здесь просто необходим. Вот в данном случае, если я его провязываю, здесь все нормально будет смотреться. И довязываю далее. Тоже здесь смотрим, сколько столбиков. Вот здесь провяжу следующий. Нет, хочу добавить, так как начинает тянуть, поэтому добавлю здесь еще один столбик. И получается у меня здесь всего одна прибавка, так же как и в треугольнике. И вот все плотненько должно у вас располагаться. Я надеюсь, это видео для вас было полезным, и вы уже 100% будете провязывать ваши заготовки на ощупь, так сказать, потому что этот способ, он самый легкий. Главное провязать. Если вы вяжете круг таким способом, то обязательно контролируйте, чтобы у вас шаг был одинаковый. То есть здесь я провязывала через один и в двух точках провязала по 2 точки прибавок сразу. Здесь тоже контролируйте, на всех сторонах должно быть одинаковое количество, также и на уголки. Сделайте разметку или повесьте маркеры. Все на ваше усмотрение. И пробуйте, вяжите и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!